Позади почти 2 месяца в открытом море трехмачтовые фрегаты «Надежда» и «Паллада» заходят в порт Нагасаки под радостные крики местных жителей и звуки духового оркестра. Паруса убраны, курсанты приветствуют японцев, стоя на реях. Фестиваль парусных кораблей в Нагасаки в этот раз отмечает 20-летний юбилей. Участие российских фрегатов – добрая традиция, но заход сразу 2 судов из Владивостока случается далеко не каждый год. Ну, чувство какое, что здесь, скажем так, нас ждут, нам рады. Мы всегда с большим, так сказать, удовольствием приходим в этот порт, поскольку здесь собираются наши коллеги, парусники и много подрастающего поколения. Для большинства ребят это первый долгий рейс на парусном судне. Лучшего способа освоить морскую науку придумать нельзя. Вот вы можете обратить внимание, деревянные это гитовы, а железные это гордини. Последний шкот. С помощью них мы ставим прямые паруса. Еще есть косые паруса с такселя. Парус ставится быстро. Но у вас с первого раза получилось? Конечно. Во время этого похода ребята пережили первый в своей жизни шторм, но уверяют, что было не страшно. По словам курсантов, самое интересное на парусном судне – это работа на мачте, но для начала нужно научиться подниматься по вантам. Главное правило матроса – не хвататься руками за веревки, только за металлические ванты, не ставить обе ноги на одну опору, и третье – правило 3 точек. Когда отпускаешь одну руку, обе ноги должны быть на веревке и наоборот. Самым опасным моментом для новичка, пожалуй, является переход с вантов на марсовую площадку. Поэтому первое, что хочется сделать, забравшись сюда, это пристегнуться страховкой. Во время стоянки это может показаться излишним, но в море, где ветер и качка, страховка на высоте обязательно. Название «Паллада» в Нагасаки знают с позапрошлого века. Этот учебный фрегат назван в честь той самой Паллады, на которой вице-адмирал Ефимий Путятин вместе с писателем Гончаровым заходил в Нагасаки для первых официальных переговоров по установлению отношений между Россией и Японией. В этом храме на горе Инаса 166 лет назад временно были размещены прибывшие на Палладе русские офицеры, а несколько лет спустя буддийские монахи разрешили хоронить моряков из России у стен своего монастыря рядом с кладбищем для голландцев. Поэтому в поминальной церемонии вместе с послом России в Японии участвует его коллега из Нидерландов. Самые старые захоронения на русском кладбище в Нагасаки датируются июлем 1858 года. Вот они, первые русские могилы. Надписи на надгробных плитах истерлись, разобрать их можно только на ощупь. Здесь покоится тело раба Божья Павла Жохова с российского фрегата «Аскольд». Поминальная церемония по православному обряду у братской могилы. Здесь покоятся 252 подданных Российской империи, погибших в сражениях русско-японской войны 1904-1905 годов. В общей истории наших стран были разные события, но память об их участниках бережно хранят здесь, на склоне горы Инаса, который хорошо виден с борта пришвартованных Паллады и Надежды. Сергей Мингажев, Алексей Печко, Восточноазиатское бюро вестей, Нагасаки, Япония.